Тот, кто никому не завидует, дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Комментарий. Возвращаясь к описанию чистого преданного служения, Господь в этих двух стихах перечисляет духовные качества чистого преданного. Такой преданный при любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и никому не питает вражды. Вместо того, чтобы отвечать враждебностью на враждебность, преданный думает: этот человек враждует со мной в наказании за мои прошлые грехи, поэтому лучше безропотно сносить причиняемые им страдания. В Шримад Бхагаватам сказано: «Татену кампам сусамир шамана, пунджана эватма критам випакам». Попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный видит в них милость Господа. В наказании за прошлые грехи, думает он, я должен был бы страдать гораздо сильнее, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милостью Верховной Личности Бога мне досталась лишь малая толика страданий. Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым, и терпеливо сносит любые страдания. Преданный также неизменно добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нир Мама. Он не придает особого значения телесным страданиям, ибо прекрасно знает, что не является телом. Поскольку преданный не отождествляет себя с материальным телом, у него нет ложного эго, и он одинаково спокойно относится к счастью и горю. Он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа. Неукоснительно следуя указаниям духовного учителя, преданный становится совершенным йогом, и поскольку он обуздал свои чувства, ему присуща непоколебимая решимость. Его никогда не собьют с пути ложные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимости заниматься преданным служением. Он полностью осознал, что Кришна — вечный Господь, и ничто не может поколебать его. Все это помогает ему полностью сосредоточить свой ум и разум на Верховном Господе. Разумеется, редко кому удается достичь столь высокого уровня преданного служения, но каждый может подняться на эту ступень, если будет выполнять правила преданного служения. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог Ему, ибо Господь неизменно доволен всем, что тот делает в полном сознании Кришны. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. So this verse is in the 12th chapter. Так, эти стихи расположены в 12 главе. In the beginning, Arjuna has asked Krishna, who are more perfect, those who meditate on impersonal Brahman or those who are engaged in a devotional service to the personality of Godhead? Вначале Арджуна спросил Кришну, кто более совершенен, те, кто медитирует на имперсональный Брахман, или те, кто сосредоточен на личностном аспекте Господа. And Krishna says that it's very difficult to make progress by meditation on Brahman. И Кришна ответил, что очень трудно развиваться духовно, если медитировать на Брахман. But if someone is absorbed in devotional service to the personality of Godhead, for such a person he swiftly delivers them from the ocean of birth and death. Но тот человек, кто сосредоточен на преданном служении личности Бога, легко освобождается от круговорота рождения и смерти. Krishna will deliver such pure, spontaneous devotees. И Кришна освободит такого чистого преданного, который спонтанно служит. But Krishna says if you're not on that level, then to follow the regulations of bhakti yoga. Но Кришна говорит, если вы не находитесь на таком уровне, то нужно следовать правилам бхакти-йоги. And in this way you develop the desire to attain me. И таким образом ты разовьешь желание достичь меня. If you can't do that, then practice karma yoga. А если ты не можешь делать это, то практикуй карма-йогу. Just work for me, Krishna says. Кришна говорит, просто работай для меня. If you can't do that, then at least try to sacrifice some of the results of your activities to me. Но если не можешь делать это, то по крайней мере жертвуй какие-то результаты своей деятельности мне.
And if you're not able to do that, well, at least try to meditate. Ну, если ты не можешь делать этого, по крайней мере, пытайся как-то медитировать. Meditate could be on the Paramatma or even on Brahman. Медитация имеется в виду или на Параматму, или даже на Брахману. And if you can't do that, at least try to cultivate knowledge. Но если не можешь делать этого, то, по крайней мере, старайся развивать в себе знания. Knowledge, at least, of the difference between matter and spirit. Знание, по крайней мере, хотя бы между о разнице между материей и духом. That we are spirit soul, we are not this body. О том, что мы духовные души, а не эти тела. So like that, Krishna is encouraging everyone to practice spiritual life on some level or another. Таким образом, Кришна вдохновляет каждого практиковать духовную жизнь на том или ином уровне. But then, as Prabhupada says, he comes back to the point of pure devotional service in these verses here. Но, как Прабхупада говорит, затем Кришна возвращается снова к чистому преданному служению в этих стихах. So he's describing the qualities of those who are pure devotees of the Lord. Он описывает качества чистых преданных Господу. So these are very wonderful qualities. И это удивительные качества. If people can develop these kind of qualities, then they'll be very satisfied at heart. И если люди смогут развить эти качества, они почувствуют глубокое удовлетворение в сердце. And they'll be dear to everyone. И они станут дороги каждому. As it's mentioned about the 6 Goswamis of Vrindavan, Мы знаем пример 6 Госвами Вриндавана. they were popular both to the gentle and the ruffians. Их любили и благочестивые люди, и негодяи. Even ruffians and badly behaved persons could appreciate their character, their good qualities. Даже греховные люди ценили их характер и хорошие качества. It's said that Krishna, he has 64 transcendental qualities in full. И говорится, что у Кришны в полной степени проявлено 64 трансцендентных качества. And various incarnations of the Lord, Vishnu Tattva incarnations, they have 60 qualities of the Lord in full. И инкарнации Господа Вишну Таттвы, они имеют 60% этих качеств. Not percent, 60 qualities. 60 качеств. In full. В полной степени проявлены. And Lord Shiva, he has 55 transcendental qualities in full. Господь Шива имеет 55 качеств проявленных в полной степени. And Lord Brahma, he has 50 transcendental qualities in full. Господь Брахма имеет проявленных в полной мере 50 качеств. And he may have partially a further 5. He may have partially another 5 qualities. И другие 5 у него могут быть проявлены частично. And living entities such as ourselves, и живые существа, такие как мы, we may have up to 50 qualities partially. Мы можем развить до 50 качеств частично. But that's already a lot of wonderful qualities. Но это уже очень много замечательных качеств. And most persons in the material world have much less. И большинство личностей в материальном мире имеют намного меньше. But the devotees, by practice of devotional service, they aspire to improve their characters. Но благодаря практике преданного служения характер улучшается. Of course, due to many lifetimes in the material world. Конечно, из-за многочисленных жизней в материальном мире. Devotees, they may struggle with some not so good qualities. Преданным приходится бороться в себе с нехорошими качествами. But still, they should remain determined and fixed on the path. Тем не менее, они должны сохранять решимость и держаться на этом пути. Because by constant practice and determination, one can improve gradually. Потому что благодаря решимости и постоянной практике постепенно происходит прогресс. This is a gradual process. Это постепенный процесс. It is not that overnight one will suddenly manifest all transcendental qualities. Не так, что за одну ночь человек вдруг проявится все трансцендентные качества. But we should know that Krishna is the possessor of all the good qualities.
Но мы должны знать, что у Кришны проявлены все хорошие And the качества. process of devotional service enables us to associate with Krishna. И процесс преданного служения позволяет нам общаться с Кришной. The holy name is non-different from Krishna. Святое имя не отлично от Кришны. And scriptures like Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita are non-different from Krishna. Такие писания, как Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, они тоже не отличны от Кришны. The deity is also non-different from Krishna. Божества не отличны от Кришны. Especially if the deity is worshipped properly with love and devotion. Особенно если божествам поклоняются правильным образом, с любовью и преданностью. Devotees are dear to Krishna. Преданные дороги Кришне. If we associate with devotees, then that way we also get Krishna's association. Если мы общаемся с преданными, то таким образом мы общаемся с Кришной. Krishna speaks through his devotees, Кришна говорит через своих преданных, especially through the parampara, особенно через парампару, but also through other devotees. но также и через других преданных. So in this way, by the proper association and proper practice of devotional service, the good qualities will gradually develop in a person's character. И таким образом, благодаря практике преданного служения, благодаря правильному общению, постепенно в человеке развиваются хорошие качества. In Chaitanya Charitamrita, also in a Nectar of Devotion, there are 26 qualities of a devotee which are described. В Читании Чаритамрите и в Нектаре преданности перечислены 26 качеств преданного. And among these, one is considered to be primary. И одно из них является самым главным. And the other 25 are considered secondary. А следующие 25 вторичны. So the primary quality is that the devotee is surrendered to Krishna. И главное качество состоит в том, что преданный предан Кришне. That means he accepts Krishna's authority. Это означает, что он принимает авторитет Кришны. And tries to follow Krishna's instructions. И старается следовать его наставлениям. Which includes accepting a bona fide spiritual master and acting under the instructions of the spiritual master. Что включает в себя принятие духовного учителя и следование наставлениям духовного учителя. Spiritual master gives instructions how to purify one's consciousness. Духовный учитель дает наставление о том, как очистить сознание. How to follow the Vaidhi sadhana bhakti process. О том, как следовать процессу Вайди садхана бхакти. So, in this way, by following the authority of Krishna, Guru, Sadhu, Shastra, Таким образом, благодаря следованию авторитету Кришны, Гуру, Саду, Шастру, in the association of devotees, в общении с преданными, a person, he progresses on the path of spiritual life. человек прогрессирует на пути духовной жизни. And all the good qualities mentioned in this verse and in other places, they develop. И в нем развиваются все хорошие качества, которые упомянуты здесь и в прочих местах. Just like, for example, in Kapila Dev, in the third canto of Srimad Bhagavatam, he speaks one verse. Например, в третьей песне Шримад Бхагаватам Господь Капила произносит один стих. Titikshava Karunika Suridam Sarvadehinam Ajata Shatrava Shanta Sadhava Sadhubhushana. That qualities of a devotee are that he is tolerant and merciful. В нем говорится, что одним из качеств преданного являются терпение и смирение, и сострадание. Here mentioned also in this verse that the devotee is tolerant. Он говорит, что преданный терпелив. I said in this verse it is also mentioned. В этом стихе также мы видим упоминание о терпении. One, of course, some example of very exalted persons who were tolerant we can give. Конечно, мы можем привести примеры личности, которые проявляли такую показательность терпения. Prabhupada mentions a couple. Прабхупада упоминает некоторых. Who's that? Вы знаете, кто? Prahlad Maharaj? Yeah, that's true. Prahlad Да, это Maharaj. верно, Прабхупада Махарадж. He was mistreated so much by his father. Father tried to kill him in different ways, but
He always tolerated and depended on the Lord. Его отец очень дурно обращался с ним, пытался убить, но Прохлад Махарадж всегда чувствовал свою зависимость от Господа и был очень терпелив. Any other examples? Yeah, well, Haridas Thakur, that's one of the example Prabhupada mentioned that, you know, Haridas Thakur was born in a Muslim family. Харидас Тхакур — это один из примеров, который упоминает Прабхупада. Харидас Тхакур был рожден в мусульманской семье. But then he took up Krishna consciousness. Но затем он принял сознание Кришны. So the Muslim authorities, they didn't like it. И мусульманские авторитеты это не понравилось. Particularly the Qazi. Особенно Кази не понравилось. Qazi was a magistrate, you know, he was just, you know, important person. Кази это была очень важная личность. He was a magistrate, you know what that is? Magistrate. Судья. Да, судья. No. Anyway, he gave order that Haridas should be beaten. И Кази отдал приказ, чтобы Харидас избивали. Until he gave up Krishna consciousness. До тех пор, пока он не бросил сознание Кришны. So there are some, you know, very cruel policemen, I guess. И какие-то очень жестокие, можно сказать, полицейские. They beat him, you know. Они его избивали, очень сильно избивали. And he didn't stop chanting. Но он не прекращал повторять святые имена. And they dragged him. This was in public, in a marketplace. Это происходило на речной площади на глазах у людей. And they dragged him to another marketplace, and they beat him there again. И они тогда перетаскивали на другую рыночную площадь и там их избивали. And in another marketplace, and beat him again. И снова на другую рыночную площадь и там били. So beat him in 22 marketplaces. Они били его на 22 рыночных площадях. And he didn't stop chanting and depending on Krishna. А он не прекращал повторять святые имена, он чувствовал, что он зависит от Кришны. Just tolerated the difficulty. То есть он терпел все трудности. And finally, those police asked him, you know, either you stop or you die. И наконец эти люди, эти полицейские, они сказали: прекрати повторять святые имена, или ты умрешь. If you don't stop or die, then we will be punished. А если ты не сделаешь того или другого, то есть не прекратишь повторять святые имена, либо не умрешь, то накажут нас. So then he pretended to be dead. И тогда он притворился, что он умер. And they threw him in the Ganga. И они выбросили его в Гангу. And reported Kazi he dead. И доложили Кази, что он мертв. But he just floated down the river, and then again he got out and again chanting Hare Krishna. Но он просто на волнах реки перенесся по течению вниз, и там снова пришел в себя и продолжал повторять святые. So this example of great tolerance. Это пример великого терпения. And he said that, you know, he's also incarnation of Prahlad. И говорится также, что он является инкарнацией Прохлады Махараджа. And another example. Еще другой пример. Huh? Another example, not from the Vedic scriptures. Другой пример не из ведических писаний. Jesus, yes. Prabhupada gives the example of Jesus Christ. Да, Прабхупада приводит пример Иисуса Христа. That he was, you know, crucified. Что его распяли. Because of his preaching God consciousness. Из-за того, что он проповедовал сознание Бога. But he just tolerated. Но он просто все это вытерпел. So of course there are very extreme examples, we can say. Конечно, это очень крайний пример. But in general, devotees have to be tolerant. Но в целом преданные должны быть терпеливы. Because there are always difficulties in this world. Потому что в этом мире много трудностей. And if someone, you know, preaches God consciousness, и тот, кто проповедует сознание Бога, atheistic person or sinful persons may try to abuse them. Тогда атеистичные люди, греховные люди, они могут пытаться оскорбить его. Karunika, devotee is merciful. Каруника — это, кажется, означает, что преданный сострадателен. Tries to give spiritual knowledge to others. Он старается дать духовное знание другим. To help others as best as possible.
чтобы помочь другим, насколько это возможно. Suridam Sarvadehina, because a devotee is a friend of all living beings. Преданный является другом всех живых существ. And Prabhupada mentioned that Dehina, that means an embodied living being. Прабхупада говорит, Дехина, это означает воплощенное в теле живое существо. Not only human body, it could be any body. Это означает не только человеческое тело, но любое тело. So devotee therefore doesn't unnecessarily kill other, creatures. Поэтому преданный не убивает без необходимости других существ. He tries to avoid as best as possible. Он старается избежать насилия, насколько только возможно. Of course, it is said, Jivo Jivasya Jivanam, one living being is food for another. Говорится, что одни живые существа служат пищей для других. So, in order to eat, even we may kill some plants. Для того, чтобы есть, нам приходится убивать растения. But Krishna says, Yagya Sistasina Santa, Muchante Sarva Kilbishai, Bunjate Tetvakam Papam, Yepachanti Atmakaranat, that the devotee is freed from sinful reaction because he offers the food to the Lord. И Кришна говорит, что на самом деле преданный, он свободен от греховных реакций, потому что он предлагает свою пищу Господу. But one who prepares food only for his own enjoyment, he gets some karmic reaction for the killing of other living beings. Но тот, кто готовит пищу для своего собственного наслаждения, только для своего наслаждения, он получает греховную реакцию за убийство других живых существ. Of course, much better to be vegetarian than to eat animals. Конечно, вегетарианцам быть лучше, чем есть мясо животных, чем убивать животных. Especially killing cows is considered very sinful. Особенно греховным считается убийство коровы. Because cows are the, very friendly animals that give milk like mother gives milk. Потому что коровы, они очень дружелюбные существа, и они дают молоко так же, как мать. So, therefore, devotee protects cows. Поэтому преданный защищает коров. Cows are also very dear to Krishna. Коровы очень дороги Кришне. Krishna also protects cows. Кришна защищает коров. He's a cowherd boy. Он пастух. Belongs to cowherd community. Он принадлежит к гильдии пастухов. So in his childhood, he always went to the pasturing grounds to take care of the cows, calves. И в своем детстве он ходил на поля и заботился там о коровах и телятах. Played his flute for the pleasure of the cows and the calves. И он играл на флейте для удовольствия коров и телят. So like that, devotee is a friend and well-wisher of all living beings. Преданный является другом и благожелателем всех живых существ. Ajata Satrava, he has no enemies. У него также нет врагов. That means he doesn't feel enmity towards others. Это означает, что в нем нет чувства враждебности по отношению к другим. Someone may feel himself to be an enemy of a devotee. Кто-то может считать себя врагом преданного. But the devotee, he is a well-wisher of others. Но преданный является доброжелателем других. And therefore he doesn't feel enmity. То есть он не чувствует чувства враждебности. Shanta, he is peaceful, devotee is peaceful. Преданный умиротворен. Even in difficult circumstances, devotee should remain peaceful. Даже в трудных обстоятельствах преданному следует сохранять умиротворение. And he follows in the footsteps of the previous acharyas. И он следует по стопам предыдущих ачарьев. Tries to, as best he can, follow the instructions and the examples of the sadhus and acharyas. Он старается, насколько возможно, хорошо следовать примеру и наставлениям ачарьев. So obviously we cannot jump to this level of being a pure unalloyed devotee immediately. Конечно, невозможно немедленно прыгнуть на этот уровень чистого преданного служения. This takes time, it takes steady determination. Это требует времени и требует постоянной решимости. But at least we should know the goal. По крайней мере, мы должны помнить о цели. And gradually try to move in that direction.
и стараться постепенно двигаться в этом направлении. And surely Krishna will help if a devotee is sincere. Конечно, если преданный искренен, Кришна поможет ему. By steady chanting, by steady devotional service. Если преданный постоянно повторяет имена, постоянно совершает преданное служение, Then Krishna will act on his consciousness. тогда Кришна повлияет на его сознание. And in that way, gradually, more and more good qualities will manifest in the character of a devotee. Таким образом, постепенно в характере преданного проявятся хорошие качества. Okay, Hare Krishna. Any question here? Ваша милость, скажите, пожалуйста, в эту тему, есть ли смысл преданным специально тратить энергию на то, чтобы приобрести эти качества? Иногда вот. Yes, by all means, you should try. Да, конечно, всеми средствами мы должны стараться. Правда ли, что инициация духовного учителя считается полученной, когда он получил духовное знание и с помощью него уничтожил последствия своих грехов? И с помощью него уничтожает последствия своих грехов. То есть считается ли это получением инициации? Можно ли сказать, что инициация — это тот момент, когда преданный получает знание духовного учителя и с помощью этого знания разрушает последствия своих греховных поступков? Не совсем. Считается инициация полученной? Does it mean that initiation is receiving the transcendental knowledge? То есть, хотите сказать, что инициация значит получение духовного знания? Нет, я хочу сказать, является ли получением инициации получение духовного знания с помощью него уничтожения последствий своих грехов? You will get spiritual knowledge by hearing Вы получите духовное знание благодаря слушанию from the spiritual master. от духовного учителя. Initiation is a formalization of one's connection with the spiritual master. И инициация — это как официальное закрепление отношений ученика к духовному учителю, And the parampara. ученика с парам. But it's not just some magic process by which you get transcendental knowledge. Это не какой-то волшебный процесс, с помощью которого вы получаете трансцендентное знание. You get the transcendental knowledge by hearing. Вы получаете трансцендентное знание благодаря слушанию. Whether you are initiated or not. Инициированы вы или нет. Правильно относиться к телу. То есть говорится, что мы не есть это тело, и хочется, то есть возникает такое желание его вообще отрицать, но оно же есть это тело. Как нужно правильно This body given by Krishna also. Это тело, оно также дано Кришной. And Atma, of course, Atma means the soul. И, конечно, атма означает душа. But it also means mind and body. Но также это означает ум и тело. So you know we should take care of the body. Мы должны заботиться о теле. Not excessively. Не чрезмерно. But in practical way, so that it can be used nicely in Krishna's service. Но практически подходить к этому, так чтобы тело могло быть использовано в служении Кришне. Just like if you have a car, you should keep it clean. You should change the oil. Если у вас есть машина, вы должны мыть ее, менять масло. Regularly service the car. Возводить ее в техремонт. So that
so that you can use it nicely for a long time. Чтобы вы могли долго ее использовать. If you don't look after it, then it will break much more quickly. Если вы не будете о ней заботиться, она намного быстрее сломается. So body, same thing. Take care and use it in Krishna's service. И тело, ну, точно такое же, нужно заботиться о нем и использовать в служении Кришне. Govardhan Gopal asked me to say a few words about Prabhupada. Actually, I forgot. На самом деле, Бхагаван Гопал попросил меня сказать несколько слов. About о Шриле Прабхупаде. But I forgot. Но я забыла это сделать. But anyway, maybe I'll just say a few words. Ну, так или иначе, я все-таки скажу несколько слов. Well, I had good fortune to see Srila Prabhupada many times in England. Я имела удачу видеть Прабхупаду несколько раз в Англии. In the beginning, when I first came to temple in London in 1971, the first day I heard Prabhupada speak, give a lecture. В самый первый день, когда я пришел в храм, это было в 1971 году, я услышал, как Прабхупада дает лекцию. And I got initiated through the post. Prabhupada sent beads and name through the post. Я получил инициацию по почте. Прабхупада выслал мое имя и четки. That was in December 1971 in Paris. Это было в Париже в декабре 1971 года. And Srila Prabhupada, then I was sent back to England again. Затем меня снова отправили в Англию. And Srila Prabhupada came to London in summer of 1972. И летом 1972 года Прабхупада приехал в Лондон. And he stayed, you know, I guess about 6 weeks or so. И он оставался там около 6 недель. And our temple was in a rented house in the center of London, near the British Museum. Для храма мы арендовали дом в центре Лондона, рядом с британским музеем. But there were so many devotees, and it was completely packed when Srila Prabhupada came. The devotees came from other parts of Europe and America, so it was too crowded. И когда Прабхупада приехал, также приехало очень много преданных из других стран, и храм был просто переполнен. And he asked George Harrison to kindly find another building for a temple. И Прабхупада попросил Джорджа Харрисона, чтобы он нашел другое здание для храма. To look for. Поискать. Yes. Prabhupada attended the Rath Yatra festival in 1972. В 1972 году Прабхупада участвовал в фестивале Радха-Ятра. And during the festival there was fire yagya. Prabhupada gave a lecture and then fire yagya. И во время этого фестиваля Прабхупада давал лекции, была также огненная ягья. So I was fortunate to get Brahman Gayatri initiation at that time. И я был удачлив получить вторую инициацию в это время. And then in 1973, finally George Harrison found a property and he purchased Bhактиведанта Мэнор. Наконец, в 1973 году Джордж Харрисон нашел подходящее место и купил Бхактиведанта Мэнор. Prabhupada, in one lecture, he says, formerly this place was called Pigott's Manor. It's a name. И Прабхупада упомянул в одной лекции, что прежде это место называлось Pigott's Manor. Pigott's — это название. It was used for sense gratification, he said. Он сказал, что это место было использовано для чувственных наслаждений. Now we have given the name Bhaktivedanta Mэнор. Но теперь мы его переименовываем, и оно становится Бхактиведанта Мэнор. For helping people to learn how to go to the spiritual world. Это место будет использоваться, чтобы помогать людям изучать науку, как вернуться к Богу. Prabhupada came to see the Bhaktivedanta Mэнor in May 1973. В мае 1973 года Прабхупада приехал в Бхактиведанта Мэнор, чтобы посмотреть это место. And that time the devotees arranged helicopter from the airport to the manor.
И преданные в то время организовали вертолет от аэропорта Бхактиведанта Мэнор. But Prabhupada didn't like it very much. Ну, Прабхупаде не особенно понравилось. And he only stayed a few days. Он там остался на несколько дней. Prabhupada, he didn't like cold weather. Потому что Прабхупада не любил холодную погоду. He liked the climate of Mayapur and Bombay. Ему нравился климат Бомбея, Майпура. Bombay, he used to like to sit on the roof in the evening and give darshan. В Бомбее он любил сидеть на крыше вечером и давать даршан. When Prabhupada was ill, you know, in San Francisco, I think in '67, he had a heart attack. А в Сан-Франциско у Прабхупады случился сердечный приступ, ему было 67 лет. And immediately went back to India. И это было в 67 году, и он немедленно поехал в Индию. And as soon as he came to, Delhi and Vrindavan, he felt himself much better. И как только он приехал в Дели, в Вриндаван, он почувствовал себя намного лучше. Yeah, I remember also in 1972, Prabhupada went to Scotland. Я помню также, как в 1972 году Прабхупада приезжал в Шотландию. In July, summertime. Это было в летнее время, в июле. In order to install deities in the Edinburgh Temple. Чтобы установить божеств в храме Эдинбурга. And after the installation, после установления божеств, he went to Glasgow for a program. Он поехал в Глазго на программу. And he was supposed to again come back to Edinburgh. И предполагал, что он вернется снова в Эдинбург. But it was so cold, even in summer. Но даже летом было так холодно. That after program in Glasgow, he took a plane back to London. Что после программы в Глазго он сразу сел на самолет и полетел в Лондон. Once, in the manner a devotee asked Prabhupada, "Does Krishna speak Bhagavad Gita in hell?" Once in Bhaktivedanta Mэнor, after a lecture, a devotee asked a question. И однажды в Бхактиведанта Мэноре один преданный после лекции задал вопрос. Does Krishna speak Bhagavad Gita in hell? Рассказывает ли Кришна Бхагавад-гиту in hell? В аду. Да, в аду. And Prabhupada replied, he said, "Yes, this London is hell." Прабхупада ответил, да, Лондон это ад. Also, as an example of humility, и также как пример смирения. I remember in Edinburgh Temple, there was only one bathroom. Я помню, как в храме Эдинбурга была всего одна ванная комната. And devotees were queued up in their gamcha, waiting to go in the bathroom. И преданные стояли в очереди в гамчах, чтобы попасть туда. So Prabhupada, he also came in his gamcha. И Прабхупада тоже пришел в гамче. And he also stood in the queue. Но он тоже стоял в очереди. Then the devotees saw him. Oh, Srila Prabhupada, please go first. И преданные увидели, о, Шрила Прабхупада, проходите вперед, конечно. So in 1973, Prabhupada again stayed about 6 weeks in London. В 1973 году Прабхупада снова оставался около 6 недель в Лондоне. And attended Rath Yatra festival. Он снова посетил фестиваль Радхарьятры. And that year he danced the whole way, beginning to end of the festival. И в этот раз он с начала до конца фестиваля всю дорогу танцевал. The previous year he just sat on the Vyasa-san on the cart, but in 72, but 73 he danced all the way. В 1972 году он сидел на Вьясасане на колеснице, но в 1973 году он всю дорогу танцевал. And all devotees were surrounding him and playing Mridanga, kartal, very ecstatic. И все преданные находились просто в экстазе, они окружили его, играли на мридангах, караталах. And then on Janmashtami, well, first he went to Paris and installed the deity Radha Paras Ishwara. Затем он поехал в Париж и установил там божества Радха Паришишвара. Then he came on Janmashtami to London. И он вернулся в Лондон на Джанмаштами. And installed a deity in Bhaktivedanta Mэнor, Shri Radha Gokulananda. И он установил божества Бхактиведанта Мэноре, Шри Рады Гокулананда. And the next day also as his Vyasa Puja, he was personally present. И следующий день это Вьяса Пуджа Прабхупады, и он лично присутствовал на ней.
later I had opportunity to go to India. А позже у меня была счастливая возможность поехать в Индию. In 1975. В 75-м. And that time Prabhupada, you know, he from 75 to 77 to his departure, mostly he stayed in India. В эти года, с 75 по 77, Прабхупада в основном оставался в Индии. He was trying to develop the projects in Mumbai and Vrindavan and Mayapur. Он старался развивать свои проекты в Бомбее, в Майяпуре, Вриндаване. Vrindavan temple was opened on Ram Navami 1975. Храм во Вриндаване был открыт на Рам Навами в 75 году. Recently, just in March on Ram Navami, we had the 40th anniversary of the opening. И совсем недавно вот была 40-летняя годовщина на Рам Навами, мы отметили 40 лет со дня открытия этого храма. Very nice festival. Это замечательный фестиваль. More than 100 disciples of Prabhupada were present there. Приехало более чем 100 учеников Прабхупады. Any of you were present? Any of you? Кто-нибудь был там? Anybody? No. Huh? Oh, okay, yeah. So yeah, wonderful festival. Да, замечательный фестиваль. We heard many pastimes of Prabhupada. Мы слушали об играх Прабхупады. Mumbai temple, there was a lot of struggle there because the owner first he tried to cheat Prabhupada and the devotees, tricked them. You know, he took some advance payment and then he tried to keep the money and not give the land. Вокруг бомбейского храма было очень много борьбы, поскольку владелец этой земли он хотел обмануть преданных. Он взял залог, но не хотел отдавать землю и не хотел отдавать назад деньги. And the devotees, they became tired of, you know, fighting, and they almost gave the land back to the man. И преданные так были утомлены всей этой борьбой, что они практически отдали назад всю землю. But Prabhupada had to come personally and, you know, fight with that person, Mr. Nair. И Прабхупаде пришлось лично приехать и лично бороться с этим человеком, мистер Наир. And actually, that man died. На самом деле этот человек умер. And then his wife finally signed all the documents and gave the land. И в конце концов его жена уже подписала все документы и отдала эту землю. Prabhupada said it was a good fight. Прабхупада сказала, хорошая битва была. And once devotees asked Prabhupada, a devotee asked Prabhupada, will I go to the spiritual world? Это что преданный спросил Прабхупаду, а вернусь ли я в духовный мир? And Prabhupada said, yes. He said, you will go. И Прабхупада сказал, да, вернешься. And another devotee, that devotee will go. И вот этот преданный, вот этот that devotee will also go. И вот этот вот преданный отправится в You духовный see, мир. and we'll have another ISKCON in the spiritual И world. в духовном мире у нас будет снова искон. He said, but Mr. Nair, he cannot go. Но вот мистер Найл, он не сможет отправиться в духовный мир. So anyhow, Mumbai, yes, I was asked to be manager of Mumbai temple by Srila Prabhupada. Прабхупада попросил меня стать менеджером бомбейского храма. So there were a lot of complicated problems with the municipality. И было очень много сложных проблем с муниципалитетом. And you know, with the accounts and with the lawyers. С банковскими счетами, с юристами. But anyway, eventually all those things became settled and the temple construction went on. И все-таки все эти вещи потом утряслись, и строительство храма продолжилось. Once I remember going into Prabhupada's room, he was sitting like this. Однажды я помню, пришел к Прабхупаде, он сидел таким образом. And about 1 minute, just sitting like this. Он целую минуту так сидел. Then he looked at me and said, "Oh," Он взглянул на меня, сказал, о, this Bombay temple is too much headache. Этот бомбейский храм сплошная головная боль.
But he said it is for Krishna. Но он сказал, ну это для Кришны. So it is all right. Так что все нормально. Another time I remember, Prabhupada, he had a special safe box, metal safe box. Однажды помню, также у Прабхупады была специальная металлическая коробка. Somehow the keys were lost. Это был сейф, и ключи потерялись. So Prabhupada asked me to bring one of these key wallets. You can see them on the streets. They make keys. И Прабхупада послал меня привезти человека с улицы, который изготавливает ключи. Вы можете увидеть на улицах в Индии, такие люди сидят. And so he came, and then he was sitting in the room outside Prabhupada's room. И мы привели этого человека, посадили его в комнату, которая находилась рядом с комнатой Прабхупады. У него были сотни ключей. И он пытался один, другой, следующий, один за другим. И он весь пропотел. И через час он сказал, я не могу открыть. И мы спросили Прабхупаду, что делать, вот он не может открыть. Прабхупада пришел, посмотрел на этого человека и сказал, дайте ему 1 рупию. Да, ему дали всего 1 рупию, и он ушел, этот человек. И мне пришлось везти этот сейф, этот ящик снова к производителю. И они нам сказали, на самом деле это очень особый сейф. Секрет в том, что требуется 2 ключа. Нужно сначала вставить 1 ключ, повернуть его, вынуть, потом вставить другой, тоже повернуть, вынуть, и тогда сейф откроется. Поэтому они дали нам 2 ключа. И только тогда мы смогли открыть этот ящик. Anyhow, those are a couple of small stories. Ну, такие вот маленькие истории. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna.